Андрей Борисович, я очень-очень рада вас сегодня приветствовать. Я немножко вас представлю. Вы доктор исторических наук. Да. Кто в 2014 году один из первых осудил действия России по присоединению Крыма. Вы написали статью, опубликовали ее и были уволены из МГИМО, и там была даже формулировка «за аморальный поступок». Вот, в России это назвали аморальным поступком. Очень долгое время вам не давали возможности работать в России ни в одном университете. После объявления мобилизации в России вы покинули страну. Сейчас вы даете лекции в Чехии. И вы говорите на 4 языках: русский, английский, тайский и французский, правильно? Ну, практически только на английском я говорю более-менее свободно. Тайский я уже забыл, ну, по-французски я читаю, да, и могу ним объясниться. Кроме того, что вы ученый и историк, вы еще и политик. Вы заместитель председателя партии «Народной свободы». И вы дружили с Борисом Аминцовым, вы дружите с Владимиром Кара-Мурзой и многими другими очень активными оппозиционерами такого российского международного масштаба. Поэтому диалог с вами будет очень интересным. И я попрошу нас поговорить о ситуации в России, в мире и немножко о прогнозах на будущее. Хорошо, Анжела Зауловна, я готов. Новость последних дней. Парламент Украины признает независимую Чеченскую республику Ичкерию как субъект международного значения, признает геноцид чеченского народа. На мой взгляд, это для того, чтобы создать какие-то сложности в России, чтобы Россия наконец-таки ушла с украинских территорий и обратила внимание на свои внутренние проблемы. Естественно, я хочу узнать ваше отношение к происходящему. Почему сейчас? Практически это ответ российскому парламенту, который объявил 5 областей Украины частью России. Да? Фактически он аннексировал даже еще не отвоеванные, надеюсь, они никогда не будут отвоеваны, области Украины. И Запорожскую, и Херсонскую, ну и Донецкую, Луганскую и Крымскую. Вот. В ответ на это киевский парламент, украинский парламент объявил о том, что он признает независимость Ичкерии. Это такие, я бы сказал, демагогические политические действия и с одной и с другой стороны, на самом деле, к которым не надо относиться серьезно. Понятно, что судьбу чеченского народа будет решать сам чеченский народ, а судьбу Украины решает уже сейчас украинский народ на полях войны. Андрей Борисович, но вот это решение Украины, оно спровоцировало или стало триггером огромной волны обсуждения в других регионах России, что, ребята, нам нужно делать то же самое. Во-первых, нам нужно объединяться с другими национальными республиками и повторять путь Чечни, Ичкерии, просить независимости и выходить из состава России. Я думаю, что любые дискуссии в этом направлении, они могут только приветствоваться, как любые дискуссии. Другое дело, что здесь не нужно поддаваться эмоциональным моментам, а надо помнить о том, что Россия – это не Путин. Понимаете, сегодня Путин, завтра нет Путина. И в этом смысле имеет смысл строить надо свои отношения на долговременной основе, а не на кратковременной. И еще один момент, это, понимаете ли, одно дело, когда говорят какие-то радикальные политики, они могут говорить что угодно. И другое дело, когда говорят народы. Вот в истории России есть такие примеры удивительные. То есть радикальная часть польского общества, она, естественно, выступала все время за восстановление независимости Польши, которая с 815 года вошла в состав Российской империи. Но когда, наконец, в 5 году были провозглашены политические свободы, и в 6 году прошли первые выборы в Думу парламентские в России, то оказалось, что большинство поляков поддерживают умеренные партии, которые не выступают за немедленное отделение Польши от России, которые заинтересованы в сохранении союза с Россией на
неопределенное будущее. Почему? Не потому, что они так любят Россию. Поляки в целом Россию не очень любят. А потому, что экономически это очень выгодно быть в составе России тогда было. И люди не хотели потрясений, поиска новых рынков, потери работы и так далее, и так далее. Вот. То есть, понимаете ли, а политики активные, и в Литве то же самое было, до 5-го года без, естественно, каких-либо выборов, непроверенные выборами, была сильна радикальная сила. А как только прошли первые выборы, оказалось, что большинство народа за более умеренные решения. Я думаю, что первое, чего мы должны добиваться, все, и русские, и не русские, я имею в виду в этническом плане, это прекращение авторитарного режима и создание демократического государства, парламентского государства с широким самоуправлением и широким федерализмом. А потом уже каждый народ будет спокойно сам решать, каким путем ему пойти. Но именно народ, а не отдельные радикальные политики, как русские, так и не русские. А правильно ли я понимаю, что вы говорите, что сейчас спокойнее и безопаснее сохранять федерацию, а позже, если там где-то есть трещинки и там пройдут референдумы, и люди хотят выйти, народ хочет выйти из состава России, уже в конституционном порядке позволить это сделать? Я думаю, что сейчас вообще не стоит вопрос о том, что сохранять, что не сохранять. Сейчас в России диктатура, понимаете, и вот мы видим на примере Чечни, кстати говоря, той же самой. Все попытки чеченцев объявить независимость кончились морем крови и установлением фактически диктатуры Кадырова, личного друга Путина. Никакой независимости чеченцы не получили, они получили, наоборот, очень тяжелый режим. Я бы сказал, если во всей России диктатура, то в Чечне диктатура в квадрате находится, понимаете? И мало кому она там нравится, сколь мне известно. Поэтому сейчас вообще надо объединить наши силы в борьбе за то, чтобы больше тирании ни кадыровской, ни путинской не было, чтобы Российская Федерация снова стала демократической страной. А когда она станет демократической страной, тогда решать эти задачи, эти вопросы. Думать, как говорят некоторые радикалы, тогда мы их не решим, надо вот сейчас, пока война, пока смута, ничего подобного. Пока война и пока смута, ничего радикалов не получится. Ну, самое большее, они прольют кровь собственных соплеменников. Зачем это нужно? Понимаете, я думаю, что наш идеал – это мирное решение проблемы. А проблема имеет два мирных решения. Одно решение – это действительно отделиться всем, кому хочется отделяться, а другое решение – это создание достойной федерации, в которой всем будет комфортно и хорошо и выгодно жить вместе, и люди, и народы не будут испытывать давление друг на друга никакого. Вот, собственно говоря, я считаю, что второй путь предпочтителен. Потому что в условиях нынешней России у нас перемешанность населения, пересеченность границ, практически 3/4 населения России – это русские все-таки. Да? И как в этой ситуации что-то вычленять и зачем вычленять, не совсем понятно. Понимаете, для нас есть ведь примеры хороших многонациональных демократических государств сейчас, ну, скажем, та же Индия, в которой разных народов, и разных религий, и разных даже рас, негроидной, европеоидной, монголоидной, намного больше, чем у нас в России. И языков, и тем не менее, и культур, и тем не менее Индия умудряется жить как одна демократическая страна, где никто никого особо не притесняет. Ну, вообще никто никого не притесняет. Хотя, конечно, политики пытаются всегда на пустом месте создать некоторый политический конфликт. Это их работа у них такая. Вот. Другой пример – Соединенные Штаты. Соединенные Штаты давно уже перестали быть государством англосаксов евангелических исповеданий. Во многих штатах испанский – это второй язык. Официально, например, в штате Огайо. Не говоря уже о Техасе, Нью-Мексико. И тем не менее в Луизиане французский.
И тем не менее, это одна страна, и люди, которые выступают за отделение того или иного штата, их там ничтожное меньшинство, их сотни на миллионы жителей штата, это сотни людей выступают. Ну, это просто чудаки, чудаки есть всюду. Вот, поэтому, хотя, например, та же Калифорния, мощнейший штат, это фактически огромное государство с мощной экономикой, оно совершенно не собирается объявлять независимость от остальных Соединенных Штатов. Или Гавайи, бывшая колония, очень специфическая область с другим населением, с другой традицией, тем не менее тоже остается в составе Соединенных Штатов, получив все права одного из штатов. Вот мне кажется, что России, в принципе, имело бы смысл скорее ориентироваться на этот путь. Он более конструктивен. Хорошо, в данный момент у нас федерация. Конституционная демократическая страна Российская Федерация. Тогда давайте вернемся к основам. Вот что означает федерация, какой она должна быть? По сути, сейчас мы можем говорить, что в России, ну, на словах федерация, по сути, что унитарное все-таки государство. Значит, по сути, у нас даже не унитарное государство, по сути, у нас просто диктатура. Диктатура одного лица и властная вертикаль, этим лицом отстроенная в основном силами ФСБ, КГБ. Даже унитарное государство, ну, скажем, парламентское, да, Франция, унитарное государство. Но ничего подобного в Франции и в России, естественно, нет. Никакой демократии в России нет. В России нет ни унитарного государства, нет ни федерации, нет ничего. В России тирания, ну, я бы сказал, бандитская тирания, вот группа бандитов, которая внешне называется ФСБ, она владеет страной, владеет еще с советских времен. В советское время были такие же бандиты, собственно говоря, только они назывались коммунистами, хотя, по сути, ничего от коммунистической идеологии у них не было. Эта традиция вот такой бандитской власти, она продолжается с победы большевиков с 17-22 годов в нашей стране. И тогда федерация была фикцией. И те, кто говорят, вот тогда там такая-то республика была настоящая, ну, это чепуха. Ну, скажем, возьмем ту же Калмыкию. Ну, объявили калмыцкую, да, республику, потом ее ликвидировали, калмыков выслали в Среднюю Азию, в Сибирь, масса людей, в Алтай, масса людей погибла, никто перед ним не извинился, потом, слава богу, им разрешили вернуться, как чеченцам, обратно. Все это была видимость автономии, потому что на самом деле всем управляла партийная вертикаль, вот эта бандитская вертикаль, ну и в очень аккуратных размерах давалось право преподавать на национальном языке и так далее, и так далее. А старая интеллигенция, культурный слой, ведущий слой любого народа, будь то якуты, будь то калмыки или татары, он был уничтожен коммунистами полностью. Трагедия калмыцкого народа особенно ужасна. Известно, что значительная его часть поддержала белое движение, и за это расплатилась изгнанием и смертью. Вот. Так что мне кажется, что мы сейчас не имеем, это ясно надо понять, ничего. Ни унитарного, ни федеративного государства, ничего. Формально по Конституции мы федеративное государство. Кстати, Конституция ничего себе, она не очень плохая, но ее надо совершенствовать. Тогда что такое настоящая федерация? Вот если мы говорим, мы за федерацию. Вот да. Сейчас слово федерация, ну, очень негативный оттенок имеет. Тогда что такое настоящая федерация? Федеративные государства разные бывают. Степень автономии отдельных единиц федерации различна. В Индии она меньше, в Соединенных Штатах она больше, скажем. Это не значит, что Индия хуже. Это значит, что там сложилось вот для этой культуры, для этой государственности, поскольку это стабильная страна, оптимальная форма соотношения общенационального и федеративного элемента. А в Соединенных Штатах это другое соотношение. Каждая страна, на самом деле, должна искать свой тип уровень федеративности, и это очень важно. Я думаю, что в России федерация вообще должна строиться на несколько иных принципах. По той простой
как бы совмещая в себе многое от Соединенных Штатов и многое от Индии, а многое от других государств или даже создавая само. Дело в том, что Россия – это уникальное явление, действительно. С одной стороны, это страна, в которой, как я уже говорил, 3/4 населения русские. И они, естественно, тоже совершенно неоднородны в своем историческом бытии. Ну, скажем, есть Псковская земля с традицией Псковской республики средневековой, есть сибирские области, есть казачьи области, да, вот Терек, Дон, Кубань, есть переселенческие, как Дальний Восток. Есть, и они тоже разные, поэтому федерация не должна быть федерация, скажем, и русских, и нерусских. Само русское население тоже должно иметь в разных своих областях, скажем, возьмем нынешний модуль области или края, они должны иметь те же права, что и национальные, как мы сейчас их называем, по еще советской традиции, республики. Они тоже должны быть полноправны. Скажем, я вижу, ну, скажем, Калмыкия, как ее назовут, я не знаю, ну, предположим, это будет Калмыкия, пусть ханство калмыцкое, как-то иначе. Ханство – это не значит, что там будет потомственный хан, это, возможно, там будет президент, но он будет иметь титул хана как по традиции, да, вот как предводитель этого государства. А там, скажем, в Пскове будет посадник, там, предположим, выбираться, будет государство Псков. И вот так Россия будет примерно состоять из того же количества субъектов, что и сейчас. Это сколько там их сейчас, если не считать, конечно, аннексированных украинских земель, это, по-моему, сейчас их порядка 85. Ну, вот так вот, примерно как-то так и будет. Но этого мало, понимаете? Ведь смотрите, тот же калмыцкий народ, для простоты. Часть калмыков живет в Калмыкии, но часть калмыков в Калмыкии не живет. Они живут или по соседству в соседних областях, или вообще живут в Москве, в Петербурге, а то и за границей. Но являются российскими гражданами. Они что, не имеют вообще права голоса в делах своего народа? Или это право голоса только такими выкриками, как бы, или наездом должно происходить? Я думаю, нет. Я думаю, что кроме территориальной федерации, где будет, естественно, Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Татарстан, но также и Псков, Новгород, Вятка и так далее, будут еще и национальные советы. Как, скажем, в современной Финляндии существует шведский национальный совет, он там называется Фолькстинг, и Лапландский национальный совет, куда входит Саамы, Лапари, тоже Фолькстинг. Это парламенты национальные, куда все люди, которые считают себя шведами или саамами, сами считают, они имеют право выбирать своих представителей. И этот Фолькстинг, он ведет всю культурную национальную политику народа. Не территории, где живут разные народы, а именно этноса, народа. И выбирает в него демократически, на парламентских, своих парламентских выборах. Вот примерно то же самое, только, видите, в Финляндии всего 3 таких этноса – финны, шведы и лапари, а в России их там сотни. Но должно быть то же самое. То есть все калмыки выбирают, независимо от того, где они живут, они выбирают национальный совет. А вот русские, скажем, живущие в Калмыкии, они выбирают русский национальный совет, тоже общероссийский. Но к калмыцкому национальному совету они отношения не имеют. Понимаете? Вот. И это люди, которых выбирают, которые действительно популярны в этносе, в народе. Они создают вот такой национальный парламент, экстерриториальный национальный парламент, который может в той же Элисте находиться, а может, скажем, и в другом городе, скажем, в Москве. Что еще важно, чего нет нигде, но я считаю, что это очень важно, что в Верхнюю палату общероссийского парламента, часто, да, Совет Федерации, в него должны входить не только представители территорий,
то есть, скажем, Калмыкии, Пскова, но и представители народов. То есть каждый национальный парламент, ну, не считая самых маленьких народов, которые должны объединяться для того, чтобы создать единый такой корпус избирателей. Но основные все народы России, они каждый выбирает хотя бы одного представителя, тоже демократически, в национальный парламент, в Верхнюю палату, чтобы именно не Калмыкия, Калмыкия будет представлена, но должны быть представлены и калмыки. Понимаете? Я... Вы понимаете меня? Вот Да. это довольно сложная система, она позволит что решить? Представительство территорий без ущемления прав так называемых титульных и нетитульных наций на территории. И представительство народов, где не будет других народов, где только сам народ решает, как ему жить, на каком языке ему или там преподавать, какой шрифт использовать. Вы же помните возмутительный случай, когда татары хотели перейти на латиницу, и в Москве им запретили это делать. А это же абсолютно вопиющая вещь. Понимаете, почему татары должны слушаться Москвы в вопросах чисто татарской культуры? Да хотят они хоть на арабику перейти, ничего в этом страшного нет. Андрей Борисович, я конкретизирую свой вопрос. Насколько я понимаю, да, из того, что я читаю у себя на канале, те же жители Бурятии, жители Калмыкии говорят о том, что из опыта пребывания в Российской Федерации, даже не то чтобы Путин, а в принципе в Российской Федерации, что нет возможности самоопределения, самоуправления и владения своими ресурсами у народов, у коренных народов. И вот эти вот основные права, самоопределение, самоуправление и природные ресурсы, что люди уже не верят, что можно получить и иметь, находясь и пребывая в Федерации. Ну и зря не верят, потому что, скажем, в Соединенных Штатах, вспомните, какое отношение было к индейцам еще в начале 20 века. А сейчас индейцы имеют, может быть, даже больше прав, чем англосаксы в Соединенных Штатах. Они имеют и все права всех граждан, и плюс тому особые права вот на своих территориях, которые у нас до сих пор жутко, это звучит слово резервация, но на самом деле это слово, которое ведь предполагает только одно, что эти земли полностью зарезервированы за тем или иным племенем, и на него не могут вторгаться другие люди, там, понимаете, без разрешения представителей этого народа. На самом деле ничего там страшного нет. Какие были жуткие отношения к коренному населению в Канаде. Все это в прошлом. Теперь, наоборот, эти люди имеют всю полноту прав и свою автономию, и поддержку, и они и члены парламента, и все прочее. Поэтому, понимаете, времена меняются. Россия в целом очень из-за большевистской диктатуры очень законсервировалась, эта бандитская диктатура, она ее законсервировала в начале 20 века, когда все развитые народы вели себя неприлично сходным образом. За это время прошло столетие, и изменилась полностью парадигма поведения и в Соединенных Штатах, и в той же Канаде, в других и в странах Европы, во всех практически. И поэтому я думаю, что как только мы сбросим сейчас тиранию и будем создавать свою как бы демократическую государственность, которая, как видите, не очень простая, но это и есть гарантия независимого развития народов внутри одной единой страны. Как только это начнет происходить, то мне кажется, что жизнь начнет налаживаться. Я в это верю. А иной вариант я плохо себе представляю. Понимаете, в той же Калмыкии или Бурятии, а куда денется половина русского населения? Никуда она же не денется. Понимаете? Или это огромные перемещения населения, причем потери целых специальностей, или ничего не изменится, но это будут люди второго сорта. Это опять же ничего хорошего в этом нет. Поэтому надо решать проблему так, чтобы все были людьми первого сорта и гражданами и своей страны, своей территории, да, своего государства Калмыкия или Бурятия, и одновременно гражданами большой России, как и все остальные люди. То есть, понимаете, этот принцип, я думаю, что он вполне решаем. Вполне решаем. В начале 20 века права индейцев на ресурсы никто не признавал в Соединенных Штатах, а сейчас все признают.
И ничего тут не поделать нельзя. И без согласия племен, которые, народов, которые живут в той или иной резервации, никто ничего разрабатывать в этой резервации не может. А согласие, понятно, оно монетизировано, то есть надо выплачивать дивиденды с этого. И это идет на развитие племен, и тоже все контролируется, потому что в той же Нигерии огромное количество нефти, и народ мог быть очень богат. Но поскольку никто ничего не контролирует, то элита безмерно богата, а народ нищий. Вот, понимаете, в Соединенных Штатах этого нет. Этого нельзя, они все не могут этого позволить. Даже если какие-то индейские народы и хотели бы, так же, как в Нигерии, вождям все, остальным ничего. Законы Соединенных Штатов одни и те же и требуют демократического распределения доходов, и, соответственно, это выгодно всем. Вот, понимаете, это все вот налицо, вот эти все вещи. Андрей Борисович, я попозже еще вернусь к нашим чаяниям и фантазиям на будущее. Сейчас хочу немножко вернуться в настоящее, потому что война все-таки идет, война продолжается, люди гибнут. И то, как страшно они гибнут, сколько жестокости сейчас происходит в Украине, там, как долго, на протяжении 9 месяцев, огромное количество потерь с двух сторон. Да. Какие ваши прогнозы? Как долго это еще может продолжаться, когда уже придет какая-то точка, на которой все остановится? Вы знаете, что даже самые такие уважаемые аналитические центры Запада, они очень расходятся в этих прогнозах. Все сходятся практически на том, что Россия эту войну проиграет. Я смотрела ваши предыдущие интервью, вы говорили, вы давали 5%, что победит Россия, остальное на Украину. Да. И вы говорили о том, что вы предполагаете, что Путин будет снят его окружением. Да. Да, но когда это будет и какой форме? Будет ли снят или там, скажем, просто умрет, там, скажем, или бежит из России. Мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Всякие могут быть варианты. Но объективная оценка говорит о том, что, во-первых, Украина победит. И уже теперь эта победа становится более-менее явной, потому что Украина одерживает победы, освобождает земли, пусть не быстро, но не забудем, что против России воюет все-таки большая и сильная страна. Вот, поэтому быстро тут ни о чем вряд ли можно было предположить. Никто из военных аналитиков Запада не предполагал, что вообще Украина сможет сопротивляться. Понимаете, это же надо помнить, что вот где-то в январе-феврале, когда обсуждали возможность войны, то все западные аналитики только спорили о том, Украина падет за 2 дня или за 2 недели. Но и давали оружие, кстати говоря, только для партизанской борьбы. Вот стрингеры и эти джавелины – это же фактически личное оружие, которое можно использовать в партизанской борьбе. То есть не исключали, что, конечно, украинцы будут вести партизанскую борьбу, как они ее вели против Сталина после Второй мировой войны, но то, что будет регулярная армия сражаться, будет фронт, Киев будет под контролем, и все областные центры под контролем украинского государства, это никто не мог предположить. Поэтому украинцы всему миру преподнесли некий урок, и это чудо, я считаю. То, что произошло, слава богу, я рад этому, что это произошло. Также теперь все говорят о том, что война будет затяжной, но я, надо сказать, тогда уже, когда начиналась война, я говорил, что война будет далеко не такой победоносной для России, и сравнивал ее, если вы посмотрите мои тексты января-февраля до 24-го, а я ее сравнивал с финской войной, которую тоже Сталин практически выиграть не смог. Хотя он в первые же дни, как и Путин, заявил, что правительство бежало в неизвестном направлении, а потом с этим же правительством пришлось вести мирные переговоры, которые куда-то бежало. Оказывается, никуда оно не бежало. Оно как было в Хельсинки, так и осталось. Так и здесь. Как было в Киеве, так и осталось. Вот. Поэтому я думаю, что на самом деле слом вот этой военной машины русской в отношении Украины произойдет в ближайшие 20 месяцев. Но это не значит, и начнутся переговоры о мире, уход с занятых территорий, но это не значит, что переговоры будут быстрыми,
хотя война уже не будет вестись. И б, это не значит, что в России тут же восстановится демократический строй. Будут попытки различных групп бороться друг с другом. Вы уже сейчас видите, что правящий слой России потерял свою даже видимость единства. Понимаете, он, наверное, был не един раньше, но это как-то скрывалось. Теперь мы знаем, что есть группировка Пригожина-Кадырова, да, и к ней примыкает этот генерал, который командует сейчас войсками в Украине, вот основной. А есть другие генералы, которые этим недовольны, ФСБ недовольны и Пригожиным, и Кадыровым. И хотя ФСБ и было, как сейчас вот написал недавно The Times, главным инициатором этой войны, как оказалось. Вот, Бортников, Патрушев, они были главными советчиками Путина начать войну с Украиной. Так что там идет борьба, такой свой паучник, и это, в этом разобраться нелегко. Но я думаю, что постепенно, и это постепенно, это от 1 до 2 лет, вот после завершения горячей фазы войны и заключения какого-то мира, после этого в течение 1-2 лет в России восстановятся основные элементы демократической государственности. И вот тогда-то надо будет говорить и о восстановлении правильных федеративных и межнациональных отношений в России. И просто эта тема должна быть одной из тем первых же демократических выборов, которые будут происходить в России. Сейчас в России, лично я, поправьте меня, если я ошибаюсь, я не вижу такого сильного лидера оппозиции, которого можно было бы сказать, вот он будущее там страны, он будущий президент, мы все за него. Люди либо убиты, либо в тюрьме, и мы их там очень давно уже не видим, ну, либо за границей. Как вы себе это видите? Каким образом оппозиция может сплочаться где-нибудь, как-нибудь, чтобы группировка Пригожин-Кадыров ФСБ не выиграли? Дорогая Анжелика Зауровна, дело в том, что, слава богу, что нет такого лидера. Потому что такой лидер – это будущий диктатор. Это совершенно очевидно. Пусть там он будет более либеральный, но нам не нужен никакой. Понимаете, России нужна демократия. Понимаете, когда рухнула гитлеровская власть под ударами войск антигитлеровской коалиции, тогда, собственно говоря, не было никакого лидера, кроме нацистских. Нацистские лидеры, понятно, сидели на Нюрнбергском процессе на скамье подсудимых. Вот. А других лидеров не было. Они все были или истреблены, или забыты, или бежали из страны, и из-за этого потеряли, надо сказать, уважение своих сограждан. Вот. Но появился Конрад Аденауэр, который вышел из концлагеря. Никто не думал, что он будет премьер-министром. Но на первых же выборах христианские демократы неожиданно получили большинство. Вот. Так что будущее нам принесет свои сюрпризы, но, безусловно, тот же Конрад Аденауэр никогда не был вождем, никогда не был каким-то новым фюрером, пусть демократическим и христианским. Он был всегда парламентским канцлером, парламентским премьер-министром. И вот я надеюсь, что так же будет и в России. Будут разные партии, будет правительство большинства, будут люди без невероятной харизмы, она, наверное, не нужна, но честные практики и не воры, которые под контролем общества будут постепенно выводить страну в дискуссии, в смене политических партий. То есть одна не смогла, другая смогла, будут как мозаики создаваться и рассыпаться коалиции, как это было после военной Италии. Но при этом Италия постепенно стала из страшной ямы, в которую ввел вверх Муссолини, стала развитой страной, которой она является сейчас. Также, я думаю, будет и в России. Нам не нужно сейчас видеть вождя, не дай бог. Я думаю, что это просто милость Божия, что у нас сейчас нет вот такого вождя, который бы всех сплотил. Очень бы я этого не хотел.
Мгм. Андрей Борисович, на примере той же Германии, после проигрыша в войне западные страны очень помогли, ну, Западной Германии очень помогли. Сейчас есть ли какой-то план, говорится ли бы о каком-то плане, каким образом помочь России все-таки стать, наконец, демократическим государством? Там не повторить, не вернуться, опять не свалиться Да. в этот Советский Союз. Ну, я думаю, что сейчас Россия оказалась в тисках санкций и фактически за пределами рукопожатности в мире. Нынешняя Россия фактически страна-изгой. Несмотря на ее размер, ее силу, несмотря на то, что еще до сих пор Запад от нее в какой-то степени зависит из-за энергоресурсов, в общем-то, она стала страной-изгоем. И, безусловно, любая элита после того, как потерпит Россия поражение в войне, ясно, что цена, которую платит Россия за войну в Украине, она не оправдана, потому что война, собственно, закончилась поражением. И хватит эту цену платить. Значит, надо, как и от нее избавиться? Надо восстановить отношения с Западом. А как восстановить отношения с Западом? Это значит не делать того, что Запад считает неправильным, то есть не совершать агрессии. Видимо, это означает искоренить те причины, которые делали Россию агрессивной и опасной для всего мира страной, то есть провести настоящую декоммунизацию, депутинизацию, распределение правильной собственности, чтобы она не была концентрирована в руках там 1% друзей Путина, там, скажем, или друзей Ельцина до этого. Надо, естественно, согласиться на какой-то контроль над вооруженными силами, потому что бесконтрольно, ведь вооруженные силы дошли до того, что теперь они каждый день грозят миру ядерным оружием. Это же несерьезно, понимаете? Больше такого быть не должно. То есть так же, как Бундесвер был поставлен под контроль НАТО, так же и русская армия должна быть поставлена под контроль в какой-то международных структур, в какой-то степени. Вот. Вопрос о степени, о формах – это вопрос переговоров. Но и, естественно, обратной стороной переговоров будет: мы пойдем на это, если вы нам поможете, ну, скажем, экономически, если вы нас опять включите в мировое экономическое и политическое пространство. Говорит, мы вас включим, но вы должны быть демократией, мы не можем авторитарный режим включить. Да мы, говорит, демократ. Нет, говорит, вы демократ только по виду, а по сути нет. Давайте, чтобы выборы были честные, чтобы были международные контрольные комиссии. Ну и основа любой демократии – это право на собственность, чтобы оно, опять же, было теперь у большинства людей. Как в той же Чехии, как в той же Польше, большинство людей в той или иной форме обладают собственностью, которая приносит им доход. А в России, как известно, 95% людей обладают только своими руками или головой, и это позволяет им работать на работодателя. Такая форма не приводит к демократии, она приводит только к диктатуре или к олигархии. Вот, поэтому, вот я думаю, все эти условия, диалог между послевоенной Россией, пусть пока еще полуавторитарной, и Западом постепенно приведет к тому, что, как и в Германии, Россия будет демократизироваться, будет не только входить опять в международную систему, но, как и Германия, в какой-то степени вставать под контроль Запада. На самом деле эта война идет не между Украиной и Россией, фактически война идет между всем цивилизованным миром и Россией. Вот Россия должна встать под некоторый контроль всего цивилизованного мира, чтобы вот эта агрессия больше не могла повториться, как Германия в свое время. Вот. И тогда, я думаю, шаг за шагом удастся поднять Россию, как поднялась Германия, Япония, Италия, Испания, даже Португалия, вот после диктатуры, после агрессивных режимов. Во многих медиа, даже вы говорите там, русская армия, русская, огромное количество нацменов из национальных республик сейчас воюет в Украине. Насколько это русская или насколько это российская армия? Как вы делаете вот эту грань? Я вам объясню этот термин. Я его использую в своей книге «История России». Дело в том, что русский – это прилагательное от России. Ну, скажем, да, там, а не от русского этноса, великорусского. До революции его называли великорусским.
И мы говорим, там, русская музыка. Это не предполагает, что в ней только русские, понимаете. Ну, на английский язык оно именно так. Russian. И это Russian – это общее. Да, Это в России, ну, видят большую разницу между. Ой, вы знаете, это во многом результат неправильных переводов вот эпохи 90-х годов, когда разделили понятие «российский» и «русский». Слово «российский» ведь тоже до революции употреблялось тем же Державиным, но оно не предполагало альтернативу русскому. Это был просто такой высокий стиль. Ну, понимаете, когда говорили высокопарно, говорили «российский», «российские цари». Но когда говорили нормально, говорили «русские цари». Понимаете, это не предполагает, не предполагает какого-то шовинизма. До революции говорили так, даже, например, грузин говорил, я русский грузинской национальности. Это воспринималось совершенно нормально. Понимаете, потому что он, национальность у него грузин, но он гражданин России. Понимаете, поэтому он русский, русская армия. Она же не называлась российская армия до революции. Но понятно, что в ней сражались все, и немцы, и грузины, и русские. Поэтому для меня точно так же, как для человека, который очень воспитан в нашей культуре, это ни в малой степени не умаляет прав других народов. Но если, как говорится, будет обидно и захочет сказать, что русское только великорусское, а давайте употреблять слово «российское», ну давайте употреблять слово «российское», меня это совершенно не смущает. И шовинизму должен быть дан бой. Понимаете, в Америке начала 20 века был апартеид, было страшное движение против чернокожих. Их презирали, их считали людьми второго сорта. В армии им не давали даже офицерских должностей. То же самое в отношении индейцев. Чего только не говорили про индейцев, что они хуже земляных крыс. Стыдно это даже повторять. Вот. Но сейчас же этого ничего нет. Значит, целенаправленная, но долгая борьба. Это борьба за равноправие афроамериканцев. Это же десятилетия. Вот это даже век, целый век. Можно сказать, значит, с момента их освобождения от рабства. Вот эта борьба принесла свои плоды. Мы видим президента Соединенных Штатов, да, Барака Обаму. Сейчас вице-президент, темнокожая дама. Вот, и это никого не смущает, кроме идиотов. Вот в Великобритании недавно премьер-министром стал индус и индиец. Понимаете, впервые, это тоже очень важный символ. Бывшая колония дала премьер-министра, причем консерватора. Да, очень много шуток было на эту тему. А шутки не должны быть. Это предмет на самом деле исключительно положительный. Исключительно положительный. Причем это не просто такой человек там, с индийскими корнями, давно уже англизировавшийся. Это настоящий индус из Пенджаба, его родители из Пенджаба, вот, который исповедует свою традицию, женился на девушке, миллионерше, конечно, но тоже индуистке, вот, и все прекрасно. И ходит, наверное, в индуистский храм. Вот. Мне кажется, что это очень здорово. Понимаете, это очень здорово, это признак того, что мир меняется. Я не могу себе представить, чтобы вместо Черчилля был избран индус, скажем, в 1945 году. А сейчас это возможно. Вот, мир меняется, и я думаю, что мы должны сделать все, мы вместе с вами, должны сделать все, чтобы и русский мир, вот в хорошем смысле этого слова, мир России, он тоже бы стал иным, где вот даже консервативные партии бестрепетно выбирают, ну, скажем, того же калмыка или бурята премьер-министра России. Вы упомянули свою книгу, вы имеете в виду книгу «История России 20 век», которую вы писали в соавторстве с Солженицыным? Она писалась под моим руководством, но с благословения Солженицына, который действительно долгое время, мы с ним бок о бок редактировали эту книгу, сейчас сидели за одним столом, но уже потом, в последний год его жизни, он решил свое авторство отозвать, потому что ему показалось, что его взгляд и взгляд книги несколько расходятся. Вот. Но в целом, да, я имею в виду эту книгу «История России 20 век». И если бы вы писали продолжение, да, там, начала 21 века, и вот такую какую-то идеальную Россию, которую вы видите, которую вы хотите, вот какие основные моменты? То, что мы сегодня обсудили, федерация, на что еще вы бы сделали упор? Значит, все очень просто. Системная декоммунизация. Восстановление прав собственности. Вот то, что было сделано повсюду, от Эстонии до Болгарии и Албании.
То есть люди, предки которых владели собственностью, которую отобрали коммунисты, им вернули эту собственность или в фактическом виде, особенно землю, или денежными компенсациями, ценными бумагами. Вот. Этого не сделали ни в России, ни в Белоруссии, ни в Украине, ну, естественно, вообще ни в одной республике СССР, кроме балтийских. И это очень плохо, потому что это не создало базы для демократии, то есть базы граждан-собственников, необходимые для демократии. Вот, это надо будет сделать, хотя это, как говорится, надо было делать 30 лет назад, но это надо делать сейчас. Вот. Еще один очень важный момент – это то, что должна быть проведена люстрация. Понятно, что люди, коммунисты, которые управлялись КГБшники страной в советское время, они сейчас старые, и их там, ну, кого-то еще можно иллюстрировать, того же Путина, да, который был подполковником КГБ. Но в целом, в первую очередь, уже теперь речь идет о нынешних преступниках. Это окружение нынешним Путина, окружение Лукашенко там, и так далее. Эти люди должны подвергнуться люстрации, то есть запрету занимать политические посты. Вот это очень важная вещь. Они могут заниматься бизнесом, если не совершили уголовных преступлений, могут заниматься бизнесом, искусством, чем угодно. Но они не должны занимать политические посты. Они сотрудничали с преступным режимом. Это вот должно быть совершенно ясно. Вот, это тоже очень важный момент. Еще очень важный момент – это смена культурной парадигмы. Посмотрите, вот если опять же мы будем говорить о калмыцком народе. До сих пор в Калмыкии не любят говорить и стыдятся и того, что калмыки активно участвовали в антикоммунистическом белом движении, и о том, что часть калмыков действительно помогала нацистам во время войны. А это исторические факты, и мы не можем их отбросить. Но это не позорные страницы. Насколько я знаю, что Красная Армия настолько там жестоко проводила раскулачивание калмыков, что потом калмыки там поддержали белых, и когда пришли немцы, а им показались они немножко даже лучше, чем абсолютно. Ну, говоря в двух словах, это именно так, хотя на самом деле все сложнее. Калмыки, к чести калмыцкого народа, отказались брать собственность богатых калмыков. То есть простые, бедные, калмыцкая беднота отказалась брать собственность наенов. Ну, понятно, калмыки понимают меня. Вот, и большевики пришли в дикую ярость и обрушили эту ярость именно на калмыцкое простонародье. И это заставило калмыков пойти в Белую армию. И, кроме того, часть из них была в донском казачестве и так. Так что все это можно было сделать. Но важно другое, что об этом сейчас стыдятся говорить. А, понимаете, я знаю, что там люди, которые об этом проводят исследования, вынуждены были даже эмигрировать из Калмыкии. Вот. Это совершенно ненормальная вещь, потому что эти люди как раз, которые сражались против большевистских бандитов, они герои. Те, кто пошли против Сталина, ну пусть они не герои, потому что они пошли за Гитлера, который ну, ничем не лучше Сталина, но они, по крайней мере, тем самым осудили сталинский режим. Они показали, что он так плох, что пошли на стороне завоевателей, потому что они себя не чувствовали безопасно на своей собственной родине. Понимаете? Поэтому мне кажется, что вот должна быть изменена культурная парадигма, и люди типа Ленина, Сталина, Дзержинского, и Кирова и подобные им, которые были палачами народов России, эти люди, и вообще всего Советского Союза, эти люди должны быть осуждены. Их памятники должны быть разрушены, имена их должны быть убраны из топонимики, а имена героев и те, кто защищали, и те, кто культурно созидали свои народы, и были потом, может быть, репрессированы, убиты тем же Сталином или Лениным, их имена, или были вынуждены уйти в эмиграцию, их имена должны звучать, их имена должны быть увековечены. То есть люди должны на другие образцы, все люди, и русские, и нерусские, на другие образцы ориентироваться. Это тоже очень важно. Ну и, наконец, чисто формальные политические вещи. Я не раз говорил, что Россия должна быть парламентским государством. Она не должна быть президентской республикой.
Президент – это всегда опасность вождизма. Не случайно ни Германия, ни Италия, ни Япония, ни Испания, ни Португалия не стали президентскими государствами. В них или премьер-министр и такой вполне декоративный президент, или вполне декоративный монарх, типа японского императора. А фактически это парламентское государство. Вот я уверен, что Россия должна быть такой. И не только одна Россия, но и ее субъекты федерации. Той же Калмыкии должен быть не какой-то один калмыцкий вождь, понимаете, а должен быть парламент и сменяющиеся партии у власти. А если ты хочешь быть культурным лидером, книжки пиши, но не стремись быть вождем, понимаете. Вот это очень важно все тоже. Ну и многое-многое другое, о чем мы с вами сейчас не успели поговорить, но я думаю, что мы о многом все-таки успели поговорить. Да. Последний вопрос. Могу ли я провести параллель, что те, кто когда-то не поддержал советскую власть и боролись против режима, они герои? Могу ли я провести параллель, что сейчас все, кто не поддерживает войну, кто отказывается от участия в войне любым способом, иммиграция, отказ, скрываться, что они тоже герои? Герои те, кто, вот как там Навальный, идут на то, чтобы их посадили в тюрьму. Или кто демонстративно отказывается идти в армию, зная, что его будут судить и будут неприятности. Это герои. Но когда человек там просто уезжает за границу, спасаясь от призыва, он поступает правильно. Он поступает правильно, избегая убивать и быть убитым. Но пока еще, я думаю, до уровня героя он не дорос. Но все, как говорится, у всех в будущем. Вот, безусловно. Сейчас, я думаю, долг любого порядочного человека России не участвовать в этом преступном деле. Вот в этом я абсолютно уверен. Не участвовать в этом преступном деле, в этой войне отвратительной, которую выдумала верхушка КГБ, и которую она призывает, как бы народ хочет весь, она запачкать кровью, которой запачкана, омыта она сама. Этого не надо делать. Вы понимаете, в Евангелии, в Новом Завете есть такие слова: не участвуйте в делах тьмы, постыдных делах тьмы, но и обличайте. Вот и нам не надо участвовать в этих постыдных делах тьмы и по возможности обличать эти дела. Это тоже очень важно.